Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, гадание по вариантам, который вы можете посмотреть как общий расклад, так и выбрав и загадав для себя один или несколько ключей от будущего в вашей судьбе. Этот расклад я хотел бы назвать, какие подарки готовит вам судьба, или какие перемены ждут вас совсем скоро, или, поскольку сегодня такой день, когда говорят, что все мечты или загаданные желания сбываются, я бы мог назвать еще этот расклад для вас, какая мечта сбудется совсем скоро или что сбудется совсем скоро. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на свой поток, и мы посмотрим, что сбудется совсем скоро. Какие перемены на пороге, какие подарки готовит судьба вам в ближайшем будущем в личной жизни. По сути, в ваших руках есть 6 ключей, и вы можете сконцентрировать свое внимание на каком-то одном ключе, можете сконцентрировать внимание на всех ключах или на какой-то комбинации и прослушать, какие советы, подсказки, инсайты, прогнозы вам несет этот расклад, сегодняшний день и, возможно, исход конкретной ситуации. Итак, уверен, что вы уже по-настоящему смогли сделать свой выбор. Если вам тяжело сделать выбор, поставьте на паузу. Но если поставите на паузу, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой комментарий. Он помогает развитию канала. Итак, расклад номер 1. Позиция номер 1. Какие подарки готовит судьба? Смотрите, вам летит ключ, который вам в чем-то поможет. Итак, помощник, добрый человек, добрая весть, которая поможет вам, уже летит и уже по сути находится на пороге вашей судьбы. Давайте посмотрим, в чем возникнет помощь в вашем мире. В чем вам может что-то помочь? Да? В чем вам что-то может помочь? Первый вопрос. В чем вам может что-то помочь? Ну, смотрите, во-первых, в чем вам может что-то помочь, вы сможете обрести спокойствие. То есть, если вы беспокоитесь, то появится тот человек, который как минимум вас успокоит. Вы сможете обрести некий здравый смысл, и вы сможете настроиться, чтобы или сконцентрировать свое внимание на преодолении какой-то препятствия. Также, возможно, вы сможете, вам сможет помочь этот помощник преодолеть какую-то магию, потому что жрица часто говорит о магии. Ну и, может быть, где-то помочь преодолеть трудности с родителями, особенно с мамой, или с вашей мамой, или с женщиной, или с дочерью, какая тоже может быть. Кто может вам в этом помочь? Давайте. Это с чем, да, может быть помощь? Кто этот помощник? Ну, здесь очень тяжело сказать, кто этот помощник. Но это даже может быть тот человек, от которого вы уже устали. Но больше это тот человек, который работает с чувствами. Это тот человек, который может работать с обидой, с чувством вины. Да, это может быть психолог, потому что 4 кубков это всегда карта некого духовного застоя, душевного застоя и усталость вообще от всего земного. Поэтому давайте я так скажу, что по 4 кубков вам может помочь человек, который как минимум выведет вас или поможет вам выйти из кризиса. Обычно к 4 кубков относится мужчина, но опять-таки здесь, смотрите, здесь влияние женское достаточно сильное, может быть это и какая-то женщина. Давайте теперь посмотрим, что благодаря вот этим всем действиям этому человеку, да, допустим, обретению спокойствия,
приобретению какого-то понимания, здравого смысла и вашему терпению, избавление от магии благодаря преодолению чувства вины и обиды, благодаря какому-то там мужчине или человеку, мастеру, который, умеет это делать, что вы обретаете, что вы в конечном итоге получите? Вы получите знания прежде всего, у вас появится возможность реализовать мечту, вы сможете продолжить учиться, вы начнете понимать, как достигать того, чего вы долго не можете достичь. Поэтому этот помощник, даст вам, давайте так скажем, волшебный пинок. Волшебный пендель, кто любит, или импульс, или стимул. Больше паш мечей это о стимуле. Как минимум, что вам это дает? Это дает возможность понимания где-то здравого смысла, где-то авантюризма, где-то интереса и как минимум применения на практике ваших знаний, которые вы уже накопили. Часто паш мечей об освобождении от чего-то не очень хорошего, поэтому как минимум ваш помощник, который спешит к вам, поможет вам освободиться от того, что вас давным-давно просто по жизни напрягает. Ключ, замок, язык, аминь. Если вы согласны и готовы отсечь от себя все, что давно вам надоело или от чего вы уже очень давно присытились, чем вы давно присытились. Вот такой вот первый подарочек судьбы. Запомните эту птичку, и очень скоро она постучит вам в окно. Позиция номер 2, друзья. И смотрите, у вас какие подарки, да? Вы заметите какую-то важную мелочь в вашей жизни, да? Не знаю, что это может быть, и вы знаете, как есть такая пословица: дьявол кроется в деталях, а здесь именно внимание к мелочам. Может быть, вы начнете отличать зерна от плевел, да, то есть отличать плохое от хорошего, да, вкусное от невкусного, холодное от горячего. То есть вы начнете различать и что-то изучать. Давайте посмотрим, какие мелочи вы сможете замечать или какие детали вам откроются. Детали о чем вам откроются очень скоро. Детали о чем вам откроются скоро. Какие мелочи будут привлекать ваше внимание? Вы знаете, вам выпадает шикарная такая комбинация Солнца. Помните, что на Солнце через увеличительное стекло можно посмотреть всего 2 раза. Первый раз левым глазом, а второй раз правым. Поэтому никогда этого не делайте. Но каким мелочам у вас начнется проявляться внимание? К радостным мелочам, к красивым мелочам, к позитивным мелочам. Вы начнете находить красивое, радостное и позитивное в чем-то маленьком, таком незаметном. И это такие, знаете, незаметные, приятные радости, от которых вы начнете ловить кайф. Смотрите, цилиндр, да? Цилиндр здесь намек о, может быть, какой-то защите, и вы будете этим защищаться, как-то спасаться, может быть, уходить от каких-то проблем. Может быть, это какой-то мужчина. Давайте спросим, откуда идет это? То есть, от чего, откуда источник, что станет тем стимулом, именно стимулом, да, или побуждающей силой, или катализатором, которые подтолкнут вас к этим приятным мелочам. Что станет тем стимулом этого внимания к приятным мелочам? Смотрите, здесь больше о каком-то балансе. Вы где-то придете в себя, да, весы, справедливость, да. Вы как минимум успокоитесь и
поймете, что, может быть, все идет по правилу, по каким-то правилам, по каким-то законам, по тем планам, по которым на которые вы рассчитывали. Как минимум здесь, знаете, будут приниматься спокойные решения вами. И благодаря этим спокойным решениям вы будете просто спокойно достигать того, чего вы хотите. Особенно если вы хотите защититься, допустим, достичь чего-то. Да? Здесь о достижении и защите больше эта карта идет. Как минимум здесь есть кот, есть рыцарь, есть душа и есть сила, есть разум и есть спокойствие. Поэтому, знаете, у меня такое ощущение, что вы будете либо чувствовать силу в себе, либо какую-то очень сильную поддержку. У меня почему-то идет, что вы ощутите поддерживающую вас силу, и она может идти от человека, который ощущает спокойствие и власть над ситуацией. Кто этот человек? Вы или кто-то другой, значения не имеет. Если это и вы, и еще кто-то другой, это хорошо. Если это только вы, это тоже хорошо. Если это только кто-то, это тоже хорошо. В вашей ситуации находить радость и позитив в каких-то мелочах, благодаря какой-то поддержке спокойной, благодаря какому-то рычагу, помогающему вам будет хорошо. И также у меня такое ощущение, что этот источник может идти из мира потустороннего. Какой-то, может быть, ангел-хранитель у вас появится, потому что кот все-таки он является символом где-то потусторонних миров. Да? Хорошо. Что это в конечном итоге? Что вам это принесет? Что вам это даст? Да? Что вам это даст? Что вам это даст? Что вам это принесет? О, здесь очень мощная карта. Здесь суд, страшный суд. Или, как минимум, смотрите, это карта о принятии решений. Но она как бы о спокойном принятии решений. А это карта о перерождении, о возрождении, да, как таковом, о ренессансе и о принятии решения и перекрестке. Вы сможете сделать в ближайшее время спокойный, взвешенный выбор в своей жизни, который изменит ее навсегда, возродит вас. Вы входите в эпоху ренессанса, да, возрождения своей реальности. И все это благодаря тому, что вы начнете замечать радости в каких-то мелочах, приятное в том, что вы когда-то не замечали. А возможно, вы будете находить лучшее или хорошее в чем-то не очень хорошем. Относиться к этому спокойно, взвешенно, и вы сможете изменить свою жизнь благодаря спокойному реагированию на достаточно неприятные ситуации в своей жизни. Но такой интересный момент, и все это благодаря 3 старшим арканам. Это очень серьезный расклад у вас выпадает. У вас выпадает страшный суд, это перемены судьбоносные, где они принесут в вашу жизнь ваше возрождение. Но помните о том, что наслаждаться какими-то мелочами по этой карте, причем спокойно наслаждаться мелочами по этой карте и по этой карте, говорит о том, что вы должны быть готовы потерять, отдать, расстаться или избавиться от того, что по-настоящему не имеет духовного веса в вашей жизни. Такой вот интересный момент. Мы же движемся с вами дальше, друзья. Позиция номер 3. Смотрите, очень скоро вам придется проявить заботу о своих близких. Судьба дарует вам шанс позаботиться, возможно, не только о себе, но и о близких. О ком придется заботиться? Давайте посмотрим.
о ком придется позаботиться? Забота о близких. О ком придется позаботиться? Знаете, вам выпадает десятка мечей. Вам придется позаботиться о том, кто ушел из вашей жизни. Но все это для того, чтобы закрыть старый вопрос и начать что-то новое. Возможно, это ушедший из жизни ваш родственник. Возможно, это тот, которому вы что-то пообещали. Возможно, это тот человек, с которым вы прекратили давно общаться. Что или что, для чего вам эта забота? Что это за гештальт? Почему судьба вам дает это испытание по десятке мечей, заботиться о том, что уже изжило в вашей жизни, да? То, что уходит из вашей жизни. Что это за урок? Ну, смотрите, здесь тройка пентаклей – это духовный рост, и вселенная, и обстоятельства, и ваша судьба, может быть, это элементы вашей кармы, дает вам работу, причем эта работа, скорее всего, будет не одиночная, а командная, которая даст вам необходимый опыт и мастерство. То есть это больше даже, я вам скажу, учитывая то, что здесь идут вот эти вот грамматоны, да, они о вашем духовном росте, о вашем самосовершенствовании. И судьба вам это испытание, граничащее с мирами живых и мертвых, дает вам для того, чтобы вы стали лучше. Вы как алмаз, да, получите необходимые вот эти вот шлифующие вас движения судьбы, где вы станете ярче, чище, продуктивнее, эффективнее. Ну, где-то для того, чтобы вы могли качественнее реализовать свою энергию, свое предназначение. Возможно, эти события приведут вас к открытию себя как личности, к ответу на тот вопрос, кто вы есть на самом деле. Хорошо. Что это изменит в вашей судьбе? Давайте посмотрим, как это повлияет на вашу судьбу в ближайшем будущем. Это забота, и это работа над собой. Вам действительно придется, ну, как бы проходить нелегкое испытание где-то. 10,3 это 13-й аркан. Но смотрите, вы таким образом закаляете твердость духа своего, отрабатываете карму по отцу своему, становитесь сильнее, крепче волей, крепче телом и отдаете долг своему ребенку и своим родителям, особенно своему отцу. Вы становитесь на шаг ближе к управлению своей реальностью, к своей воле, а также на шаг ближе к своему отцовству и прощению того, что, возможно, когда-то не отпустили. Вы идете красивым путем, ибо здесь 17, и это долгий путь. Возможно, где-то что-то будет завершено для того, чтобы началось что-то другое. Это мужской аспект, и мужчина может закрепиться, укрепиться и проявиться в вашей жизни, неважно, кто вы, как гадающий в этом раскладе. То есть здесь может быть даже проявление наследства и проявление укрепления материальных позиций в вашем мире. Ну, император очень хорошая карта, как на фиксацию каких-то материальных благостей. Позиция номер 4. Ключ к возрождению.
Давайте посмотрим, что может в ближайшем будущем возродиться в вашей жизни. Что возрождается, что приходит, что появляется то, что так хочется возродить. Что может возродиться в вашей жизни. Знаете, в вашей жизни может возродиться успех. Сейчас, возможно, вы немножечко отстранились, да, от чего-то, замкнулись в себе, чего-то боитесь, все время откладываете, да, принятие решений. То есть, что возродится? Возродится ваш успех. То есть, да, не всегда как бы мы на гребне волны, не всегда мы на пике возможностей, успеха, славы, богатства, счастья и так далее. Сейчас где-то, возможно, вы немножечко пресыщены успехом и, может быть, устали, может быть, отдыхаете, может быть, не видите перспективы, может быть, выгорели, да, то есть это жизнь. Может быть, просто потеряли энергию, потеряли веру, потеряли цель, что-то потеряли. Давайте посмотрим, что может стать ключом к возрождению, что может помочь вам поднять голову, расправить плечи и начать двигаться вперед. Рыцарь кубков. Прежде всего, это мужчина, но это больше даже не мужчина, это чувство. В любом случае, это романтика, это умение мечтать, это ваши способности мечтать. Где-то это стремление ваше забытое или заброшенное за шкаф, за диван, за сундук. Стремление к идеалу, к вашей мечте. Ваша мечта вновь позовет вас за собой. И будучи глубоким романтиком в душе, вы медленно поднимете голову, расправите плечи. И ключом к этому будет аромат роз. Именно цветы, именно волнение, именно чувства станут тем стимулом, которые поведут вас в новую жизнь, к новой, а может быть, к забытой мечте. Давайте посмотрим, а что дальше? Мы даже не будем просто задавать вопрос, а просто что дальше? Да? А дальше произойдет благополучное завершение тех дел, реализовывать которые вы уже просто не имеете сил сейчас. Вас ждет новая вершина, новый успех. Вас ждет достижение вашей мечты. Все будет так, как вы хотели. Все закончится так, как вы хотите. Нужно просто накопить силу и направить эту силу на себя и на свою цель. Верховный жрец – это тот человек, который имеет связь с высшими силами, имеет связь с энергиями. И вы обязательно найдете того мужчину, а здесь все мужские карты абсолютно, одного из лучших мужчин. Здесь они все хороши. Этот успешный, этот романтик, а этот просто умеет управлять высшими силами и разговаривать с ним. Все трое мужчин обязательно приведут вас к поставленной вами цели, к вашей мечте. Неважно, кто вы в процессе этого гадания. Здесь также возможен счастливый брак, замужество или женитьба и даже венчание. Ну и крещение ребенка, кто стремится к тому, чтобы все-таки было это. Мы же движемся с вами дальше, друзья. И возможность номер 5. Знаете, старые традиции, иногда это хорошо. Но это может быть даже какое-то наследие. И пока что я бы хотел задать вопрос из потока. А что это за старые традиции? К чему этот ключ в связи с этими традициями?
Вы знаете, старая традиция побеждать, старая традиция быть лучшим, заметным, уверенным в себе, достигатором, получающим прибыль, получающим дивиденды, быть королем своей жизни, возможно, королевой. Здесь я вижу, в принципе, короля. Может быть, это королева. Вообще, наверное, это все-таки ферзь. И старая традиция вашей жизни направит вас или сделает вас самой сильной фигурой в этой ситуации, в которой вы находитесь. Ситуация требует от вас быть самой сильной фигурой, взять всю ответственность на себя, при этом не забывая о себе. Ферзь является самой сильной фигурой, и без ферзя играть в шахматах достаточно трудно, хотя и можно. Поэтому помните о том, что шахматная партия вашей судьбы, вся игра, вся ваша жизнь очень нуждается в вас. Поэтому старая традиция или ключ к старой традиции – это ключ вспомнить о себе, наделить себя силой, полномочиями и ответственностью за свою жизнь и за жизнь тех фигур, которые вас окружают и которые слабее вас, или слабеют без вашей помощи, или нуждаются в вашей поддержке. Как будет сыграна эта партия? Закройте глаза и представьте себе свою ситуацию. Это и есть ваша партия. Вам придется, скорее всего, проиграть эту партию, потерять что-то. Возможно, потерять короля, возможно, потерять ферзя, возможно, застопориться, запутаться и переиграть. Но это и есть процесс. Это и есть процесс отпускания и принятия ситуации такой, какая она есть. И это и есть наука учиться проигрывать. Ибо проигрывать тоже нужно учиться. Мы не можем быть постоянно лидерами. В этом и есть искусство дальнейшего роста игры в шахматы вашей судьбы. Что это не принесет вам в конечном итоге? Смотрите, здесь 6 и 8, 14, а здесь 14. Вы откроете в себе искусство восстановления и рекреации себя. То есть получится такая ситуация, что вновь став сильным, вы проиграете. И это еще закалит вас и даст вам стимул идти опять дальше к своей высоте, к своему искусству, к своей вершине, к своим алхимическим формулам, к своему редусу, к своему чуду, к своей душе и к душе того человека или к душе того пространства, в которое вы так долго стремитесь. Эта карта, она символизирует лестницу к ангелам. И ангелы здесь, в этой карте, они не отображены. Они просто ждут вас там, где есть ваше стремление оттачивать свое искусство. И это искусство, оно в управлении и в умении играть. Запомните это. Ваша игра, ваши победы и поражения, ваша партия шахматная или ситуативная, допуская проигрыш, дает вам опыт и трансформацию вашего тела и вашей души. Очень скоро судьба вам предоставит возможность ощутить легкость от поражения
принятия этого поражения и смелого решения продолжить игру, несмотря ни на что. Таковы они, ваши старые традиции. И шестая карта, давайте посмотрим. Очень скоро вы что-то осознаете. Давайте посмотрим, в каком аспекте очень скоро вас ждет осознание. Осознание чего вас ждет совсем скоро. Вы осознаете, что вам придется что-то менять в своей жизни, и все в вашей жизни зависит только от вашего решения. Уйти или остаться, поехать или переехать. Но это принятие решения, и этот переход, переезд, он несет прогресс. То есть ваше движение, ваше принятое решение несет прогресс, несет позитивные для вас перемены, и вы начнете движение, вы начнете свое путешествие, которое приведет вас к исцелению. Очень интересно. Что станет тем фактором, событием или импульсом, катализатором, которое подтолкнет вас к первой карте? Вы ощутите силу. Возможно, это страсть и вожделение. Но эта сила даст вам энергию, и вы ощутите бесстрашие духа, внутреннего потока. Где-то, возможно, будет некий драматизм. Возможно, кто-то повернется к вам спиной. Возможно, к кому-то повернетесь спиной вы. Где-то будут играть внутренние демоны вас, возможно, ваших оппонентов. Что-то на каком-то кризисном моменте заставит вас проявлять свой характер, свою силу и сделать свой шаг. Свой ответственный шаг, свое решение, управляясь своими импульсами, контролировать которые, возможно, вы не сможете. И это может привести вас к расставанию с человеком, с которым вы в близких отношениях. Но, тем не менее, вы будете отвечать за эти решения, за эти импульсы, и за последствия этих решений отвечать будете тоже вы. Поэтому некая драма или мелодрама даст вам очень сильный импульс или заряд и бесстрашие духа для того, чтобы реализовать свою цель, свою мечту и двинуться к ней вперед. Что вы в конечном итоге получите? Это, кстати, также может быть стимул начать свое дело, свой бизнес и начать реализовывать свою мечту. Это карта. Что вы получаете? Какой результат в результате ждет вас? Ну, этот расклад очень хорош для женщин, которые хотят начать свою независимую жизнь, начать управлять своей женской энергией, энергией сексуальности, энергией женских чар. Также начать управлять самой собой независимо от мужчины. Но, тем не менее, это приведет вас к уверенности в себе и пониманию и осознанию того, как управлять своей энергией либидо, своей творческой энергией. В результате гадания женщина здесь получает тотальный контроль над своей судьбой, или она входит в состояние wish или ведьма, веданта или ведающей женщины. Ну а мужчина, который возьмет паузу в отношениях, обретет контроль над женщиной, которая пытається управляти її судьбою. Світла вам та вашому всесвітові, і пам'ятайте, що сьогодні такий день, коли збуваються мрії. Але завтра буде новий день, і ваші мрії мають теж збуватись
якимсь чином, яким, скоріш за все, завдяки тим ключам, які ви бачите зараз на алтарі. І нехай будь-який ключ допоможе вам хоча б на крок наблизитись до своєї мрії. Лишайтесь на зв'язку, лишайте коментарі, вподобайки. І до зустрічі! Хай збуваються мрії. Па-па.